Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Эти руки Тэхёна на бедрах и задница Чонгука. Влюбленная булочка Чонгук. Его взгляд на Тэхёна. Девятое место. Ревность Тэхёна меня пугает. По выражению его лица все становится очевидным. Восьмое место. Совпадение или нет? Их совершенно одинаковые привычки. Вопрос: какие ароматы тебе нравятся? Тэхён отвечает и смотрит на Чонгука. Мне нравится аромат цветов. Цветок под названием «Ты». То, как Тэхён умело сводит с ума своего парня низким голосом, заставляет Чонгука смущаться лишь от одного слова «ты». Он пахнет, как цветок Чонгука. Когда видишь их по отдельности, внешнее сходство не так заметно. Но когда их объединить, мужья становятся абсолютно неотличимыми друг от друга. Чонгук и Тэхён — это одна душа, живущая в двух телах. Седьмое место. Обожаю этот момент. Все фанбои, раскрыв рот, смотрят на нереального Тэхёна. А Тэхён не замечает ничего, кроме чужой руки на плече его Чонгук. Шестое место. Поведение пары. Мы все говорим про Чонгука, но Тэхён тоже был любителем подергать за косички. Похожий момент. Тэхён цеплял, пока не добился реакции. Их ролевые игры меня иногда пугают.
Этот иконичный момент. И сколько бы раз я это не видел, каждый раз у самого мурашки. Тэхён, что ты творишь с Чангуком? Когда взгляды говорят громче слов. Вечная сага, Тэхён и бедра Чангука. Пятое место. Смеюсь с мелкого Чангука, который еще толком ничего не понимал и действовал порой как дикарь. Четвертое место. Забота. Обожаю этот момент, когда Чангук, вроде бы играючи, показывает свою заботу о Тэхёне, который не может есть острое. Тэхён кормит Чангука. Это так мило. Драгоценные моменты, когда Тэхён называет Чангука малышом, никого не стесняясь. Сложно представить более гармоничную пару. То, как они заботятся друг о друге, интересуются и восхищаются творчеством друг друга. Помогают в записи альбомов, первыми слушают музыку, даже записывают что-то вместе. То, как они ухаживают друг за другом, мягко касаются, поддерживают, подстраховывают. То, как они знают и понимают пищевые привычки друг друга, подшучивают над этим, но все равно проявляют заботу и внимание. То, сколько они знают друг о друге. Это вообще не укладывается в голове. Ведь они знают буквально все и постоянно дают намек на это. То, как они смотрят друг на друга, в конце концов. Это либо вселенская любовь, нежность и обожание. Либо такой силы страсть, что неловко даже со стороны видеть. А уж каково тем, кто находится рядом в тот момент. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна, рис, рыбный суп, жареная свинина с соусом и капустой, клубничное молоко, булочки, кимчи из пекинской капусты. Завтрак Чангука, овсяные хлопья, яичница, приготовленная на пару, салат из тропических фруктов, йогурт, молоко.
Обед Тэхёна. Рис с ячменем, суп из овощей и морепродуктов, тушеные фрикадельки в соусе терияки, яичница болтунья, кимчи из пекинской капусты, кимчи из горчицы, шоколад. Обед Чангука. Рис, рагу из тофу в остром соусе, говядины и овощей, рагу из лапши, ветчины, колбасы, овощей, жареные кальмары, кимчи из редьки, рисовая лапша. Ужин Тэхёна. Рис, куриный суп с лапшой и овощами, тушеная картошка, блины из гречневой муки с начинкой, кимчи из капусты. Ужин Чангука. Рис, суп из говядины и ростков фасоли, курица в остром соусе, овощной рагу, кимчи из капусты. Арми Шерлоки уже нашли то самое место, где было сделано это фото Чангука. Новые подробности того, как Тэхён раздавал автографы в школе обучения спецназовцев. В своем блоге на Навер девушка написала о том, что рассказал ее дядя, который работает в школе. Автограф Тэхёна не так просто было получить для помощников преподавателей и доцентов. Тэхён устраивал викторины, в которых можно было выиграть желанную подпись. Для этого нужно было принести листок с именем того, для кого ты оставлял свою подпись, и ответить на вопросы. Как зовут участников BTS? Название песни BTS? Если кто-то отвечал неправильно, автограф доставался другим ассистентам. Торговый центр Тересина в Бразилии подготовил для фанатов Instagram пространство, где они могут сфотографироваться. Приходите в Тересина Шоппинг, чтобы стать еще ближе к своему кумиру. В Токио проходит выставка фан-сайта «Сорт». Арми делится фото и видео с нее. Рай для фанатов. Количество прослушиваний Slow Dancing, версия с пианино, на Spotify превысило 80 миллионов. Таким образом, Лайова становится первым и единственным альбомом кей-поп-солиста и самым быстрым альбомом исполнителя, мужчины кей-поп, 170 дней, каждый трек из которого превысил 80 миллионов прослушиваний в истории Spotify. Газета Йончон Шинмун упомянула Чимина и Чангука в статье о специальном рождественском мероприятии для стажеров, которое проходило еще в декабре. Им было предоставлено 250 книг, а местная общественность подарила стажерам различные подарки, чтобы поднять дух. Чимин и Чангук из BTS, которые пошли служить в армию, также стали богатыми личностями, читая книги. Центр непрерывного образования объединения Инчхангун провел веселый книжный праздник для солдат 5-й дивизии. Это мероприятие было разработано с целью пропаганды культуры чтения книг среди солдат, которые служат в Инчхангуне, и призвано поднять моральный дух военных, которые усердно работают, чтобы защитить страну. Чимин и Чангук из BTS, зачисленные в армию в декабре, также участвовали в чтении книг. Помните, как Джин сказал, Чангук знает их все, если вы спросите его о своей партии. В песне он знает каждую. Но почему Чангук знает все партии? А все потому, что он стоит на бэк-вокале буквально всех песен BTS. Это значит, что он поет практически каждую партию.
Его голос сливается с голосом другого участника, чтобы добавить полноты звучания. Чаще всего он делает это с вокал-лайном, но иногда и рэп-лайном тоже. Это также объясняет, почему он может заполнить пустоту в партии участника, когда тот болеет. Заметьте, насколько разные тембры голосов и стили исполнения у Намджуна и Юнги, но Чангук отлично звучит как с ними обоими, так и с каждым участником в каждой их песне. Это причина, по которой Намджун называет Чангука ДНК BTS. Юнги сказал: «Я никогда не видел кого-либо настолько талантливым, как Чангук». Golden Чангука теперь превзошла ренессанс Бейонсе на Spotify. K-Media сообщила, что 3D Чангука занял 111 место в iTunes Worldwide, что доказывает его высокую мировую музыкальную популярность. Бермудские острова стали последним, где 3D возглавила чарт iTunes. Ранее песня 3D заняла первое место в чартах iTunes Top Song в США, Великобритании, Японии, Франции, Канаде, Австралии, Нидерландах и Германии. В 8 крупнейших музыкальных рынках мира в кратчайшие сроки в истории iTunes. Wherever You Are, Юми и Тэхёна превысила 65 миллионов воспроизведений на Spotify. Помните, как Чангук написал лучшую песню во время пандемии? Он сказал, что был дома, когда вдруг ему в голову пришла мелодия, и он встал, чтобы записать ее. У него не было битов или инструментов, просто мелодия в голове. Поэтому Чангук включил метроном и стал напевать мелодию, попутно придумывая текст. Именно так он написал музыку для Still With You. Она звучит просто, но создание было совершенно непростым. Послушайте звук метронома на видео 88 ударов в минуту. Вдумайтесь только. Он создал текст и музыку, используя лишь метроном акапельно. Возможно, вы не понимаете, но для того, чтобы это сделать, ему нужно было представить каждую ноту в своей голове, а после напеть ее. Чангук сказал, что подобный метод дает ему возможность действовать более свободно и креативно, несмотря на то, что это занимает больше времени. Я просто рисую мелодию в голове, а после записываю ее с учетом скорости воспроизведения, в чем мне помогает метроном. Он удивительный человек. Создатели крыльев для клипа Standing Next to You поделились рассказом. Когда начались съемки, где нам нужно было надеть крылья на Чангуку, крылья были довольно тонкие, хрупкие и большие по размеру, и их можно легко повредить. После того, как мы надели их на Чангука, он начал прыгать вокруг, что чуть не довело нас до сердечного приступа, потому что мы не проверяли крылья на такое движение. К счастью, ничего не произошло. Чангук носил костюм, который пришлось разрезать в нескольких местах. Это была довольно длительная работа, но мы смогли выполнить ее успешно. Чангук был ужасно терпелив. Он фактически находился в своем маленьком мире на протяжении всего процесса, постоянно напевал про себя. Его не смущало то, что мы залезли ему под костюм и поправили на нем одежду. Он, видимо, привык к таким вещам и покорно терпел, когда над ним работали костюмеры. Чангук был очень мил с первого момента на съемочной площадке. Когда мы не работали вместе, просто встретились в коридоре, он заранее поздоровался, кивал им, был очень добрым и вежливым, в общении вел себя как суперзвезда. Он был добрым и отзывчивым, даже когда надевал крылья, и обладал бесконечным терпением к девочкам, которые заботились о нем. Чангук выглядит именно так, как на фотографиях и видео. У него очень красивая, милая внешность, милый, красивый и сексуальный. Ужасно вежливый и внимательный, без звездных недостатков. Между двумя съемками он находится в своем маленьком мире и постоянно поел. Съемки шли в быстром темпе, сцены развивались быстро, была настоящая профессиональная съемочная группа, и Чангук тоже отлично сыграл. Второе место. Это так интимно. Рука Тэхёна живет свою лучшую жизнь.
Хочу еще раз на ночь кинуть вам это видео, где Тэхён неотрывно смотрит на Чангука на большом экране. Когда Чангук появился с пирсингом брови на промо-батер, у нас прихватило сердце. Но потом Тэхён взял этот пирсинг и прилепил его себе на нос, на что Чангук отреагировал естественно: «Тебе очень идет». Правда, настоящий пирсинг в брови Чангука позже все-таки появился, но это уже другая история. 저는 그냥 삐삐삐 의미 있는 번호 뭐 없을까 해가지고 쳐다봤는데 Неважно, где вы находитесь и что делаете, самое главное, все ценное всегда держите в руках. Если вы думаете, что видите здесь флирт, то вы его здесь видите. Флирт Тэйкук самый беспощадный на этом свете, потому что после него появляется зависимость, хочется еще и еще. Первое место. Поцелуй. Просто давайте помнить, что Чангук вот так вот, на виду у всех, целует в затылок своего Тэхёна. Это ли не повод для того, чтобы начать день с улыбки? Давайте поговорим о том, как Диспатч особенно любит Тэйкук. Буквально каждый раз намекая нам: «Эй, знаете что? Эти двое вместе». Каждый раз, когда они размещают что-то о Тэйкук, почему это выглядит все увлекательней. Статья о том, что Тэхён и Чангук сфотографировались в стиле бойфрендов перед выходом нового сингла. Премьера Dreamers с публикацией фото и отметками Тэйкук. Статья о том, что Тэхён в восторге от приготовленного Чангуком макбуксу с маслом перилы, и о том, что это лучшее блюдо за всю жизнь Тэхёна. Запуск трансляции с вылетом Чангука с заголовком, что улетает Тэхён. Трансляции вылета Чангука с заставкой шикарных рук Тэхёна из нового Дайкона. Публикация статьи о закрытой вечеринке Чангука в честь выхода его альбома с обнимающимися Тэхёном и Чангуком, создающими теплые чувства. Публикация селфи Тэйкук перед самым зачислением. Диспатч Вигукер — это уже давно не секрет. А Чангук и Тэхён бойфренды. Это уже аксиома. Мне кажется, очень сложно найти человека очевидней, чем Чангук. Мои самые любимые Дилулу — мысли о том, как они катаются на одном байке по ночному Сеулу. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.